Всем привет! Сегодня у меня в гостях очаровательная, очень яркая девушка Диана, с которой мы познакомились на игру в мафию. И вот сегодня я пригласила ее к себе на канал, чтобы узнать побольше про твою историю и поделиться с вами. Диана, расскажи, пожалуйста, о себе немножко. Ты вообще откуда, чем занимаешься? Спасибо большое, что пригласила. Я из Узбекистана, из города Ташкент, и я в Австралии уже почти 7 лет. Да, я прилетела сюда по студенческой визе и училась на бухгалтера. То есть у меня был Bachelor of Accounting. Я проучилась 3 года, стажировалась, много волонтерила, когда была студентом, но работаю сейчас не по специальности. А кем ты работаешь? Я на английском это Assistant Campus Manager. То есть я пыталась объяснить это своим родителям, потому что они не знают английский. В общем, я, можно сказать, заместитель менеджера нашего кампуса. Там, где ты училась, да, то есть там, где да? я училась, я была очень активным волонтером и состояла в Student Ambassador Program. Поэтому, когда я выпустилась, мне предложили работу. Слушай, это супер, потому что далеко не всем предлагают работу. Я знаю, у нас, наверное, когда я училась, может, 1 или 2 человека предложили. Но зная тебя, я верю, что да, ты именно такая активная, берешь своей харизмой, да? И вот сколько ты там уже работаешь? Я там работаю уже 3,5 года, получается. Но я не всегда была заместителем менеджера, то есть я, когда была студенткой, я всем прожужжала уши, говорю, пожалуйста, предложите, я хочу у вас работать, я хочу у вас работать. И что когда мне предложили, все нужно было проходить собеседование, эта вакансия была рекламирована в интернете, но перед интервью я написала всем своим знакомым в университете, чтобы они замолвили за меня словечко перед моим менеджером, что когда я уже начала там работать, она мне через 2 месяца рассказала, что после моего интервью она получила где-то 10 сообщений от всех своих коллег, что вот к вам Диана пришла на интервью, да, пожалуйста, рассмотрите ее кандидатуру. Ну и у них уже просто не осталось выбора. У них не было шанса, она и так собиралась, то есть она и так предложила мне работу, потому что она меня знала, но когда она получила еще от всех этих людей рекомендационные письма, она поняла, что все, я ее судьба. Слушай, хотелось тебе работать именно по специальности или на тот момент было уже вообще неважно, хотелось именно в университет, да? Что это было? Да, то есть я училась в университете, это бизнес-школа, Kaplan Business School. На тот момент я прилетела сюда в 18 лет, то есть я, в принципе, я не знала, кем я хочу стать, когда вырасту. Да-да. Я закончила школу в Ташкенте, и в моей истории мне очень повезло. Моя тетя эмигрировала сюда 20 лет назад из Ташкента со своим мужем. И я уже была в Австралии в 2012 году как турист, мне было 14 лет, и мне безумно понравилось. Но я, в принципе, из-за того, что тетя моя здесь жила, мы в очень близких отношениях, я росла, уже мечтая о том, что я попаду в Австралию и, надеюсь, останусь здесь жить. Поэтому, когда я закончила школу, я прилетела, жила у тети, она очень мне сильно помогла, я ей просто безмерно благодарна. Я тоже помогала ей по дому, смотрела за ее детками. И когда я училась, мне нравилось, то есть это был Bachelor of Accounting, мне нравилось, но когда я прошла стажировку, это было частью программы, и стажировка была 3-месячная в компании, я поняла, что, наверное, это не совсем мое. Работать... именно аккаунтинг, да. Бухгалтер, да, получается? Да, работать в сфере бухгалтерии. Просто я очень такой активный, эмоциональный человек. И, возможно, это были только, азы бухгалтерии, но я не кайфовала. И я хотела остаться работать в своем университете в отделе Student Experience, опыта студентов, то есть помогать студентам, когда они приезжают, делать им планы на учебу, проводить какие-то мероприятия. То есть это уже я поняла. То есть ты не сидишь в офисе, ты постоянно в движении, общаешься с людьми, да, как ты им помогаешь, можно сказать, в будущем, да, как-то обустроиться здесь, и в университете. Это кампус, то есть, да, я там почти каждый день. Когда я начинала, я была Student Experience Officer, то есть я организовывала мероприятия, я помогала студентам, которые не знали, где им жить, как воспользоваться общественным транспортом, или какие предметы им выбрать в следующем триместре, чтобы закончить вовремя, и у них не было никаких проблем с визой. А потом я стала тим-лидером,
вот этой своей команды таких же Student Experience Officers, а сейчас я вот стала заместителем менеджера, и сейчас я больше отвечаю за какие-то операционные моменты, то есть я гораздо меньше общаюсь со студентами. Тебе, наверное, хотелось бы, да, общаться? Да, ну, если честно, наверное, я уже наобщалась с ними. Ну, это такой карьерный рост получается, да? Ну, слушай, это здорово. Мне кажется, тебе такая... вот то, что ты расскажешь, мне кажется, тебе это очень подходит, потому что такая открытая, эмоциональная, да, и очень френдли. И как-то, мне кажется, сразу к себе располагаешь тех же студентов. Поэтому я рада, что у них есть такой, ну, как бы помощник здесь. Спасибо. Твоя история сняла мой вопрос о том, почему Австралия, да, ну, в принципе, понятно, потому что, ну, Австралия, это, согласись, такой, как сказать, немного неожиданный выбор для людей, да, Австралия из наших краев, далеко. это очень далеко, да. Ты приехала сюда сразу в Брисбен? Да, я прилетела сразу в Брисбен, и я единственный ребенок у своих родителей. Мне кажется, они меня отпускали сюда в 18 лет, ну, зная, что я здесь буду в безопасности, что у меня тут тетя, родственники. А так я даже, ну, не думала уезжать там в Америку, где у меня, допустим, никого нет, или в какие-то другие страны, поэтому, думаю, в этом мне очень сильно повезло. То есть ты ехала, ты уже знала, куда ты едешь, да. И тебе здесь, ну, нравилось, да? Климат, наверное, хороший. Климат, да, ну, хотя я из Ташкента климат хороший. Я просто там ни разу не была, но всегда, когда говорят жара, Ташкент, да, какая-то такая ассоциация. У нас в Ташкенте летом, да, достигает 50 градусов. А у вас зима есть? Зима есть. Я, снег? Кстати, недавно была в Ташкенте, был снег, и было минус 20. Ну, даже я там прожила сколько, 18 лет, я такого еще никогда не испытывала, что было так холодно. Но все равно там нет такого снега, как... Но он не лежит долго, все равно. Вот этот теплый климат все равно берет свое, да. Когда тебе предложили работу, тебе также предложили и визу, или как дальнейшее? Потому что студенческая виза, она ограничена учебой, да? И потом она заканчивается. Вот какой у тебя дальше был путь по твоей визе? Значит, я прилетела по студенческой визе на 3 года, а затем после студенческой визы есть возможность подать на визу выпускника на 2 года. Это postgraduate? Это postgraduate виза, да. Перед перелетом мы с тетей пользовались услугами агента, чтобы подать на студенческую визу, потому что мы никогда с этим сами не сталкивались и решили воспользоваться услугами агента. Но когда я уже прилетела сюда, и во время своей учебы у меня еще была другая стажировка, я работала помощником иммиграционного агента. Ух ты! В то время, наверное, у меня был такой майндсет, что я думала, без иммиграционного агента нельзя ни на какую визу подать самому. Да. Что если ты что-то сделаешь не так, тебя депортируют из страны. Ну, у меня тоже, кстати, такой был. Ну, в принципе, я понимаю, что они хорошо помогают, да, и я всегда рекомендую обращаться к ним, особенно если ты не знаешь, с какой стороны начать, да. Но у тебя-то это уже была не первая виза, и ты разобралась, что можно как-то самому? Да, я на визу выпускника подала сама, потому что агенты просили, то есть виза стоила там вроде около, не помню, $1500 или $2000, и агенты просили примерно столько же. Но я просто зашла на сайт, ну, разобралась совсем, тем более я была у нее, была ассистентка иммиграционного агента, и по сути просто ей давали все документы, и она их собирала в одну кучу. Она... Ну, очень хороший агент, правда. Она давала какие-то ценные рекомендации, как лучше подойти к кейсу? Я думаю, для случаев... есть определенные визы, которые, думаю, стоит обращаться к иммиграционному агенту, если это виза спонсорства от работодателя, например, там есть какие-то нюансы, которые человек не может знать, или, допустим, независимая виза по профессии человека. Но для меня виза выпускника была просто, очень простой. Я закончила учебу. Подать, да, я закончила учебу, вот у меня есть сертификат, и это самое главное, что я доказала, что я училась на английском языке. И когда я была на визе выпускника, я уже начала работать в своем университете, но они не могли проспонсировать меня по вот этой моей должности Student Experience Officer. То есть эта специальность, она не была в списке профессий. И я уже думала, если честно, о том, чтобы, возможно, мне стоит искать работу в сфере бухгалтерии или там уехать в какой-то региональный город, в Аделаиду или в Перт. Или... Аделаида считается региональным? Да, Аделаида считается региональным. По-моему, только что в Сидней, Мельбурн и Брисбен, наверное. Да, даже Голд-Кост уже считается региональным городом. То есть у меня были такие мысли, но я встретила своего сейчас уже мужа на тот момент. И мы
буквально через пару месяцев общения, я как девочка, конечно, стеснялась поднимать эту тему трепещущую, но он сам у меня спросил про мою визовую ситуацию и предложил подать на партнерскую визу. То есть вы пошли путем партнерской визы, да? Да, мы пошли путем партнерской визы, которая не дешевое удовольствие. Да. Мы заплатили, по-моему, 8 тысяч и долларов. Это же долгий достаточно процесс, насколько я знаю, да? То есть, да, я сейчас, у меня еще нет вида, пиар, нет вида на жительство, но я могу подать через 10 дней. И вот я сейчас опять собираю все документы. Слава богу, сейчас уже платить не надо, потому что мы заплатили за первые там как-то заявление. Да, оплачивается. Да, за первый application сразу платишь на 8 тысяч долларов. И мы год жили вместе, и потом уже стали собирать документы. Я тоже вначале переживала и думала, может быть, нужно обратиться к иммиграционному агенту. И я просила квоты у них. Они мне давали квоты от 3000 до 4000 долларов. Да. И тут я понимаю, что мне нужно заплатить 8 за визу, еще половину этой стоимости за агента. И я опять зашла на сайт иммиграции, поговорила с мужем, и мы решили собрать документы сами. Ты зря, что ли, в офисе агента работала? Вот именно. У тебя был навык, да? Да, и все. У нас, наверное, это заняло около месяца. Нужно было собрать доказательства того, что мы живем вместе, что у нас общий банковский счет. Я написала там письмо на 4 страницы о моей безмерной любви. Как мотивационное письмо, да, наверное? То есть там есть определенные вопросы, которые, в открытом доступе на сайте иммиграции, что им важно знать. То есть им важно знать с финансовой стороны, в каких отношениях социальных, общие финансы, что вы живете под одной крышей 12 месяцев, или же вы живете вместе 6 месяцев, но у вас есть сертификат о регистрации отношений. Это не обязательно брак. В Австралии есть civil partnership. И мы это тоже на всякий случай сделали. Потом мы попросили наших друзей написать декларации о том, что они свидетели наших отношений, что у нас все по-честному. Я сделала альбом наших фотографий, но не просто, где мы там вдвоем, а департаменту важно знать, что вы социализируетесь вместе как пара. С друзьями. Да, то есть важные фотографии с родственниками, с друзьями на каких-то мероприятиях, чтобы вы вместе ходите, я не знаю, в спортзал, например. Ну да. Поэтому у меня был очень такой красивый альбом. Я подала, и я получила визу через 6 месяцев. Слушай, это было быстро, очень быстро. Это было очень быстро, я не ожидала. Но мне кажется, это еще было... Это были времена ковида, и то есть на сайте иммиграции было написано, что 90% виз рассматривается в течение 36 месяцев. Прямо супер быстро. А вот были какие-то прямо, знаешь, подводные камни, сложности? Не знаю, например, вам звонили, приглашали на интервью, как-то вас проверяли. Знаешь, как в кино показывают, когда там для визы в Америку щеткой ты пользуешься, какого там она цвета и так далее. Если честно, я тоже переживала, но нет, ничего такого не было. Мы подали заявление. Через 3 месяца мне парень сделал предложение, и я сразу же разместила фотографии с нашего engagement. Ты имеешь в виду где-то в соцсетях или? Я и в соцсетях, и я добавила это. То есть, когда ты подаешь на партнерскую визу, пока она рассматривается, у тебя есть возможность дополнять доказательства. Наш все, что альбом происходит. Семейный, да. То есть все, что происходит у тебя в жизни, там, не знаю, вы завели собаку, вы заводите ребенка, и многие говорят, что это ускоряет процесс рассмотрения. Ну, чем больше доказательств, тем больше они верят, что отношения реальные, да, ну, это да. самое важное. И я разместила, получается, фотографию, что вот мне сделали предложение, и через месяц они мне прислали письмо о том, что мне нужно сделать еще один сертификат из полиции, потому что я сделала его на имя Тантаева Диана. Ты сменила потом? Нет, я не сменила, а в моем сертификате о рождении я Тантаева Диана Эркиновна, то есть у нас же есть отчество, ну да. А я просто сделала имя Тантаева Диана, потому что в паспорте у меня отчества нет. Мне ты сделала, ты имеешь в виду вот этот клиренс сертификат здесь, или тебе надо было из дома его запрашивать? Мне нужно было и из дома, и из Австралии, но из дома там есть мое вот это патронимик нейм, отчество, а в Австралии я забыла его добавить, поэтому мне пришло письмо, пожалуйста, мы получили ваш сертификат на имя Дианы Тантаева, у вас есть там месяц, чтобы предоставить сертификат на имя Тантаева Диана Эркиновна. Я сделала этот сертификат, загрузила его и через неделю получила уведомление о визе. Слушай, и прошло вот ровно 6 месяцев с момента подачи. Это было очень быстро. Это сейчас уже сколько времени прошло? Сейчас уже прошло почти 2 года. Поздравляю! И вот сейчас я уже имею право опять собирать документы, доказывать, что мы еще вместе.
и подавать на уже постоянную визу, вид на жительство. Все, платить больше ничего не надо, Ничего потом не просто надо. тебе одобряют. Только еще за один сертификат из полиции, наверное, там $40 стоит. Ну ладно, Они это хотят уже не убедиться, что такие я эти затраты. 2 года вела себя прилично в этой Ну, стране. это правильно. Я могу понять, они же все-таки, можно сказать, одобряют будущего гражданина, скорее всего, страны, да, Да. поэтому... Слушай, ну здорово, я-то знаю, чем у тебя муж занимается, но давай расскажем, потому что это такая интересная, господи, индюшка ходит, интересная сфера деятельности, расскажи, пожалуйста. Да, очень многие думают, что вот это единственная сфера деятельности, кстати, моего мужа. Я познакомилась с ним на концерте его группы. То есть это было вот 3 года назад, и был концерт в честь 8 марта в русском центре в Брисбене. Ну, точнее, это было русское кафе, которое уже закрылось, но неважно. И я увидела его на сцене. И это была любовь. И это была первого любовь взгляда. с первого взгляда, вот как в фильмах. Ну, я просто романтичная натура, но как в фильмах показывают, я просто влюбилась. У меня аж мурашки пошли то ли от ветра, то ли от того, что ты сказала. И я его, то есть я до этого никогда его не видела. Я видела рекламы концертов, но у меня никогда не получалось присоединиться. И я его увидела, и я на него смотрю. Ну, я-то чувствую, что он на меня тоже смотрит. О боже. А у меня разболелась нога, потому что я за месяц до концерта ее подвернула, и я поняла, что я уже не могу танцевать, мне просто нужно домой, и я ушла пораньше, вот буквально на последней песне. Я ушла, еду домой, и думаю, блин, ну вот что ж Даже я не так? пообщались никак, Даже не пообщались, но концерт мне очень понравился, и я в Инстаграме в группе написала, что вы большие молодцы, мне очень понравился концерт, продолжайте в том же духе. И подписалась на Колю в Инстаграме. Давай, кстати, скажем, как группа называется. Да, группа называется «Ёлки-палки». Для тех, кто в Брисбене. Для тех, кто в Брисбене, они сейчас гастролируют, кстати, в этом году. У них был в прошлом году концерт в Сиднее, в этом году они были в Мельбурне. Планируется концерт в Аделаиде, в Перте и, возможно, в Новой Зеландии. Они вообще, похоже, достаточно популярная группа, да, потому что, гастроли здесь, это Ну да, русскоязычные редко. вообще в Австралии, им очень нравится. Они поют кавера, но также Коля пишет свои оригинальные песни и на английском, и на русском. Но до знакомства со мной он писал только на английском. А потом потом я ты пришла в его вдохновила, жизнь. да? Писать на русском. А что случилось-то потом? Вот ты написала в Фейсбуке. Я написала, да, и легла спать. И я просыпаюсь, и от него там целое сочинение. О боже, как он тебя увидел в толпе, да, там От со него сцены. целое сочинение, что он такой, боже мой, как жалко, что не получилось пообщаться. Надеюсь, будет еще возможность. Спасибо, что пришла, спасибо за поддержку. И просто завязался диалог, там, откуда ты, как давно ты в Брисбене. И спустя, наверное, пару дней переписки, просто, постоянные, 24/7, мы решили встретиться. Но это было не то, чтобы свидание. Я просто давно не писала, но раньше я писала стихи. А он писал песни. И мы решили как-то встретиться. Вот такая вот, кстати, в этом парке, вот на той скамейке. Это была ваша первая Это встреча? была наша первая встреча, да, встретились около моей работы. И это была такая бизнес-встреча. Мы решили, что я помогу ему с песнями, а он мне со стихами. Так он сейчас поет песни на твои стихи? Одна песня есть на Одна? мои стихи, да. Да, Есть одна здорово песня на мои вообще. стихи. И мы, то есть это было настолько вот легко, как будто мы знакомы там не пару дней, а всю жизнь. Так вот началась наша история. Потрясающе. Мне кажется, что он тоже очень романтичный, да, Он судя по очень его романтичный, сочинениям, да. ну и по тому, чем он занимается, да. Но это его не единственное, да, ты Нет, говоришь? не единственная. То есть это одна из его 3 работ. Первая работа, он работает в сфере IT, в флайт-центре, и также у него есть сертификат тренера, и он работает еще в спортзале. Тоже вы такие талантливые, разносторонние оба. И стихи, и бухгалтерия, и общение там со студентами, и музыка, да, и вот и еще и Я, к сожалению, IT. не пою. Ну, Если бы я пела, всё было бы поправимо. слишком идеально. Может быть, тебе какой-нибудь музыкальный инструмент освоить. А он поет Он поет и играет. и да? играет, да, На гитаре. на Да, гитаре. насколько я знаю. Классная такая история, прям молодцы. Я знаю, что у вас еще собака недавно появилась, да? Да, это был подарок от тети, кстати, на нашу свадьбу. Поздравляю вас. Девочка-лабрадор. Зовут Пикси. Просто Да, она такая очаровашка, судя по Она фото очаровашка. в соцсетях. Знаешь, что хотела еще спросить по поводу, твоей адаптации здесь, своего ощущения в Австралии.
Были ли у тебя какие-то сложные моменты в этом плане? Может быть, хотелось домой? Или у тебя как-то вот эта история любви с Австралией тоже сразу сложилась, и вообще все легко получается? Наверное, да, история любви 100% сложилась. И я думаю, я прилетела сюда, 18-летняя девчонка, то есть я не работала никогда в стране, в Узбекистане. И я прилетела вот такая с розовыми очками, просто всем говорила о том, как я люблю Австралию, до сих пор ее люблю, но сейчас уже понимаю, что тут не все, конечно, идеально так, как я думала в 18 лет. И думаю, в этом плане, да, мне повезло, то есть у меня не было такой сложной адаптации к жизни здесь, потому что я росла здесь как личность. Вот с 18 лет поменяла несколько работ, пока была студенткой. И единственное, были моменты, когда там мой дедушка заболел сильно, когда я была здесь, и я во время учебы просто бросила все, полетела туда. Вот это, наверное, был самый такой сложный период, что я далеко, я тут на студенческой визе, я не могу просто все бросить. То есть я полетела, хорошо, что успела попрощаться с дедулей, и потом, когда вернулась, у меня были вот несколько месяцев, такие тяжелые, я думала, вот я так далеко, я иногда не буду успевать на какие-то там события в жизни моей семьи, в жизни моих родственников, и да, были мысли, что нужно возвращаться, но это было так, мимолетно, просто, да, они прошли. Да. Это действительно проблема, как бы мы достаточно далеко, это не то, что там откуда-нибудь из Европы, да, прилететь, там сколько, не знаю, 3-4 часа, и ты уже на месте, да, смотря откуда лететь, это а здесь с пересадками все-таки... у меня занимает больше суток, чтобы вообще и дорого, и наверняка, может быть, с визой какие-то могут быть проблемы с выездом. У тебя, наверное, не было, у тебя, если студенческая, там можно, да, Да, студенческая можно, но и хорошо, что это было до ковида. Вот когда случился ковид, конечно, кстати, да. У меня столько знакомых, которые были на студенческих визах, поехали просто, на каникулы в свои страны, и Австралия их уже не пускала, а они здесь арендовали жилье. Вся их одежда, все их вещи были здесь. То есть это было... Слушай, проблема. А я знаю другие истории, когда люди приезжали сюда, там, на туристическую визу и застревали здесь, там, на 2 года. Одна девочка осталась, у нее такая история любви с Австралией сложилась, но она вернулась потом через 2 года. А один мой знакомый, он приехал, влюбился, женился, а собирался на 2 недели просто в отпуск. Так вот бывает в жизни, все меняется. То есть у тебя были моменты, да, какой-то слабости, но в целом Австралия тебе нравится, был план, да? Мне очень здесь нравится. И, сравнивая, Узбекистан, прекрасный. Прекрасная страна с добрейшими гостеприимными людьми, с вкуснейшей едой. Я вот недавно была, и я просто в перерывах между удалением зубов мудрости Как теперь выглядят поездки за границу или домой, да, там по врачам сначала? Да, потому что здесь цены, когда я узнала, сколько мне будет стоить удалить 2 зуба мудрости, еще и под общим наркозом, потому что у меня очень тяжелый случай. А сколько, кстати, если не секрет? Мне дали квоту на 4500. Это за 2 зуба? Это за 2 зуба. И причем самое дорогое из этого это была вот общая анестезия. И когда я стала говорить, я нормально, то есть вы можете меня под местный, мне сказали, что у меня тяжелый случай, нерв очень близко к зубу. А в Ташкенте там даже никто на мой нерв не смотрел. Они меня обкололи, но анестезию поставили, 3 часа меня, и все отлично. И ты потом наслаждалась, значит, вкуснейшей едой, гостеприимством, ходила по врачам. Часто вообще получается летать домой? Недавно я была, это было впервые за 3 или 4 года. Потому что плюс еще ковид, да, был ковид. Вообще я собиралась там каждый год летать, и когда была студенткой, у меня получалось. Да, но потом случился ковид, и жизнь разделилась на до и после. Да, и свадьбу мы играли здесь, то есть мои родители смогли прилететь на свадьбу. Ой, это так здорово. Но не было бабули, и я очень хотела, но уже соскучилась, почти 4 года ее не видела, поэтому мы решили полететь. Как у тебя? Мужу понравилось? Мужу очень понравилось. Да. Он никогда не был в Узбекистане, он сам из России, но уже давно живет в Австралии с 17 лет. У вас похожая история в этом плане, да? У меня есть акцент, у него вообще, мне кажется, нет акцента, когда он на английском разговаривает. Долго, кстати, у тебя заняло, по времени освоения английского, чтобы ты себя так уверенно чувствовала? Наверное, он у меня был
со 2 класса в школе, но у нас там из года в год менялись учителя, и мы просто проходили London is the capital Да, of Great у нас Britain. так же, кстати. И все. Но с 12 или с 13 лет, по-моему, я уже стала ходить к репетиторам. И в 16 лет впервые мне нужно было сдать IELTS, потому что мы еще точно не знали, смогу ли я переехать в Австралию и учиться здесь, или мне нужно будет учиться в Узбекистане. Если бы я осталась в Узбекистане, я бы там пошла, что я и сделала на первый курс, в университет от, как это, Branch... Как это Как по-русски? это по-русски? В общем, это филиал Великобританского университета Вестминстер, где обучение на английском языке. И там нужно было сдать IELTS. То есть тогда я уже пошла прям жестко готовиться к Тебе так и так IELTS. нужен был Да. IELTS, да, получается? Он так и так нужен был, я в 16 лет его сдала. И как бы отучилась там на первом курсе, но это был foundation, это не было еще никакой специальности, там просто мы проходили, Как общеобразовательная, да, такая математику, уроки бизнеса, английский именно академический, они учили, как писать assignments на английском языке академическом. Тебе IELTS нужен был академический, да? Да. Для студенчества. Ну это сложнее. Да, я помню, что там отличие было, по-моему, в письменной части, насколько я помню, и в чем-то еще. В reading, да, по-моему? И в reading, по-моему, да. Там более сложные тексты и эссе, и Ну, я какие-то помню, таблицы. конечно, как я сильно переживала, а в Ташкенте, все учат английский. У нас очень много, сейчас еще больше открылось университетов, филиалов из других стран, из Америки, из Кореи, из Японии, из Великобритании. Поэтому я помню, да, что я пошла, и там был просто огромный зал из 300 человек, и мы сдавали этот экзамен. Но еще с тех пор я еще 3 раза сдавала IELTS. А, тебе надо было какой-то определенный балл? Нет. Или он истекал? Он истекал, то есть я его сдала перед поступлением в ташкентский вуз. А потом я его... Он еще был действителен для моего переезда в Австралию. Но затем, когда ты заканчиваешь вуз австралийский и подаешь на визу выпускника, тебе снова нужно сдавать. И в этом нет логики, потому что ты учишься на английском языке 3 года. Но так как у меня он уже истек, мне нужно было еще раз его сдать. Ты уже здесь его сдавала? Я сдавала его, да. Я сдавала его здесь. Я знаю, насколько я слышала, что это сложнее, да, сдавать здесь, или это не так? Я не знаю, мне наоборот показалось, что здесь было вроде даже легче. Да, может быть, это потому, что я уже 3 года отучилась. Кстати, да, вероятно. На тот момент 2 года отучилась и решила сдать, и поэтому, да, мне было гораздо... Плюс ты уже знала, чего ожидать от самого экзамена. Там же все равно есть определенная система, к которой ты готовишься, да, если ты проходишь это не первый раз. По-хорошему все лучше. Даже многие носители языка говорят, если они никогда не знали, что такое IELTS, и просто пришли без подготовки, не факт, что они сдадут на девятку. Да. Скажи, тебе нравится Брисбен? Мне очень нравится Брисбен своим просто идеальным балансом между таким спокойствием и активностью. Потому что по сравнению с Сиднеем и Мельбурном, я там, конечно, не жила, но я ездила туда отдыхать и ездила в командировки в Сидней и в Мельбурн. И мне кажется, эти города, особенно в центре, это очень бизи. Там всегда происходит все в гораздо быстром темпе по сравнению с Брисбеном. А в Брисбене тоже много что происходит, но оно как-то так спокойно и приятно. Не так спокойно, конечно, как на Голд-Косте. Вот ты жила на Голд-Косте? Я была на Голд-Косте тоже. Голд-Кост слишком расслабленный. Сидней, Мельбурн слишком бизи, а вот Брисбен для меня это идеальная середина, да, идеальная середина, идеальный баланс. То есть здесь очень комфортно жить, гулять, работать. Правда. Мне тоже очень нравится. Мне стал нравиться Брисбен, реально. Много таких мест каких-то неожиданных. Вот даже вот этот мост. Я здесь, например, в первый раз. Я его видела постоянно со стороны, он красивый, но так, чтобы прямо вот в этом месте я никогда не была. Я даже не знала, что оно здесь есть. Брисбен может удивлять. Может, да, удивлять. С воды многое видно, когда ты на катере плывешь. Ты, кстати, на работу не на катере ездишь? В основном, да. Да? Да. Это такой просто очень интересный для меня был инсайт, что, оказывается, так можно жить, что не обязательно там, в машине, в пробке стоять, искать парковку, а можно просто сесть на корабль. На лодочку, да. Как турист, можно сказать. Здравствуйте.
Так вот, никогда не знаешь, где встретишь наших. Мы недавно с Наташей гуляли, что-то там активно обсуждали на русском. Проходит мужчина, смотрит на нас. Здравствуйте, девочки! Да, так приятно. А ты путешествовала еще по Австралии? Много где была? Я была в Сиднее, в Мельбурне и в Тасмании. Вот Тасмания мне, наверное, понравилась больше всего. Вот, Да. блин, если бы не погода и не работа, и вообще не моя жизнь в Брисбене, я бы, наверное, жила в Хобарте. Я обожаю Тасманию. Я была там, наверное, уже 5 раз. И каждый раз она меня вот тоже удивляет. И там какая-то такая своя, тоже неповторимая атмосфера, Да, которая я просто не знаю, как обожаю. будто даже не как в Австралии. Да, как будто ты, ну я не знаю где. В Швейцарии, может быть. Потому что там вот эти бесконечные поля с этими мирно пасущимися овцами. Я прям... Нет, в Люблю. Тасмании это была любовь. То есть мы были там 3 года назад. Не только в Хобарте, мы еще доехали до Ланцестона, доехали до Кредл Маунтин и жили в таком милейшем домике с деревянным, с камином, Ой, слушай, прям в какая лесу. прелесть, да. То есть там просто какое-то сказочное место. Там классно, что вот эта дикая природа какая-то, можно прям отдохнуть, уехать, можно на хайк сходить на несколько дней. Как это говорят, go into the wild. Into the wild. Такой вопрос. Ну вот, понятно, у тебя есть работа, да, личная жизнь, все хорошо. Чем ты еще здесь занимаешься? Вот где находишь друзей? Где общаешься? Расскажи. Потому что это тоже такой момент, особенно для тех, кто переезжает, это проблема зачастую как-то социализироваться, да, вот в новой стране. Ну да, я когда приехала, я в университете, вот первый, наверное, потом я уже стала активисткой, но первый триместр я очень стеснялась, и я просто приходила на учебу и уходила, и ни с кем особо там не общалась. Но потом, после первого триместра, я поняла, что как-то так не пойдет, если я собираюсь остаться здесь жить. И уже стала находить друзей в университете. Осталось много ребят там из разных стран, с кем мы до сих пор общаемся. Кто-то разъехался в региональные города Австралии, чтобы получить визу. У кого-то не получилось, или они решили не оставаться, они уехали домой. Также опять скажу эту фразу, что мне повезло, потому что моя тетя прожила здесь 20 лет, и у нее огромное уже комьюнити, да, огромный круг друзей. И когда я прилетела, они меня все приняли. Ну, конечно. Свой круг, да. И он, да, постепенно стал расширяться. То есть я на своей первой работе, я была помощницей... Я работала на кухне, как kitchen hand. То есть я делала всего понемножку. Там познакомилась с ребятами. Затем я работала официанткой в китайском ресторане. Там тоже... Долго ты работала? Ой, я работала... Наверное, около 7-8 месяцев, но я ужасной официанткой была. Вот что. Ну, это вообще не верю, кстати. Мне кажется, Но я улыбалась людям, да. Но я так и не научилась 3 тарелки выносить. Я тоже была официанткой. Я путала заказы. 3 тарелки — это очень сложно, особенно если они с едой. Особенно если они с едой, да. Особенно, горячая, да, там, как правило. То есть я там несколько тарелок и разбила, и несколько стаканов разбила. В общем, для меня эта работа была просто... Я подносами разбивала пару раз. Один раз, по-моему, они были пустые, а один раз-то они были с шампанским, там, со всеми напитками, и я иду, и что-то так покачнулось, у меня все это падает перед посетителями, естественно. Ну, мне кажется, большинство, да, студентов в Австралии это нормально, проходили через это, да. Так, вопрос был про другое, а я уже вообще к другому как-то перешла. Значит, где друзей находишь? Где друзей нахожу, да. Друзей нахожу, среди... Но опять-таки у меня был вот круг знакомых, среди их знакомых. Я также, когда была студенткой, ходила на много разных волонтерских мероприятий. Например? Например, я волонтерила на Brisbane International Tennis. О, ух ты, классно. Да, там было очень интересно, и там я познакомилась со многими ребятами. Также я просто гуглила вообще networking events для студентов, которых очень много вообще проводят в Брисбене, и просто ходила туда, даже если я там никого не знала. Там очень много тоже ребят, которые никого не знают, и ты просто как-то примыкаешь все к ним. Все такие же, да? Как все такие же потеряшки, да. А здесь очень много, вот если вы хотите, там, иммигранты хотят русского общения, очень много групп в Фейсбуке, и много кто устраивает там пикники, где можно прийти с семьями, или устраивают настольный вечер настольных игр. Например? Например, недавно я, наверное, пополнила свою коллекцию друзей человек на 20. Да. Потому что мы с подругой, с которой я познакомилась в универе своем. Наташа, да. Мы уже сколько, 4,5 года знакомы.
Мы с ней увидели рекламу в одной из групп в Телеграме, по-моему, что собираются в парке играть в спортивную мафию. Плавно переходим туда, где как бы... Ну, мы познакомились, кстати, не там. Да, мы познакомились не но там. Именно про мафию я узнала от тебя. Да. Ну и мы так прочитали, ну в мафию, наверное, все играли в школе, там, в универе, то есть мы примерно понимали, что это, но вот это слово перед мафией «спортивное». Меня тоже сразу с толку сбило. Ну и мне кажется, все, мы тоже пошутили, что мы там бегать будем. И мы до последнего думали, ну блин, идти, не знаю. И мы решили все-таки присоединиться. Это было на Кенгуру Пойнт, по-моему, да, в парке? Это было, по-моему, в Рома-стрит парке. Да. Это была первая встреча, да? Это была первая встреча, да. То есть мы пришли, мы там никого не знали, нам примерно объяснили правила, и нам очень понравилось. Мамба проводила. Да. Юля. Спасибо тебе большое. Это очень классная, на самом деле, игра. Я не знала, что такое вообще проходит, и я, на самом деле, что-то подобное искала, потому что, ну, как-то общение хочется, и хочется какого-то интересного общения. Не просто там, ну, не знаю, встретились, разошлись как-то, да, а вот на почве чего-то, ну, какой-то, да, общего интереса. И когда я услышала от тебя про мафию, я такая, я хочу, потому что мы там, когда подростками еще были, заигрывались, ну мы там как, просто, знаешь, там карты раздали, комиссар катания, вот это все, и я помню, что мне очень нравилось сама вот это вычислять, кто же все-таки там, да. Кстати, очень благодарна тебе, что ты мне рассказала, и мы тогда да, пришли. здорово, что я рассказала многим в тот день, но прям... С тех пор я тоже приезжаю в Брисбен теперь играть в мафию, мне очень нравится. Каждую пятницу мы играем со 6 до... Ну, я домой прихожу... И до. Просто там около 2 часов ночи. Да. Это любовь, наверное. Это любовь. Я уже на Голд-Кост потом еду, я ухожу раньше, где-то, ну, в 11. Ну, наверное, ты когда уезжаешь, все еще думаешь. Думаю, да, в процессе, но за счет того, что я еду, мне легче засыпать, чем остальным. Как я поняла, у людей есть проблемы, когда они потом там не могут уснуть и все думают в голове, кто же там. Кстати, вот про мафию и про кое-что еще новенькое. Наверное, вот многие говорят, что когда ты чем-то очень сильно увлечен, и в моем случае это теперь мафия уже как 6-7 месяцев, из этого увлечения, из этого хобби вытекает что-то большее. И у нас с подругой, с Наташей, сейчас появилась возможность. Нам предложили провести мероприятие, день рождения, в стиле мафии. То есть это будет не спортивная мафия там с турнирами, а скорее городская. Но так как у нас уже есть опыт, мы решили не то чтобы там открыть бизнес на эту тему, но просто если люди хотят устроить какую-то тематическую вечеринку, хотят поиграть в мафию, скорее городская больше подойдет, чем спортивная. Слушай, это крутая идея. То мы купили там уже свой реквизит, маски, свечки, карты. И вот в следующем месяце будет наш дебют. Люди могут как-то одеваться, наверное, соответственно. Да, мы тоже оденемся. Мы вот же там все друг друга госпожа, господин называем. Мы еще с Ксюшей смеялись на эту тему, что вот так вот встретишь в реальной жизни где-нибудь там на пикнике, и скажешь, и будешь госпожа Капонова. Госпожа, да. И по именам друг друга еще и не знаешь, да? Только ники. Слушай, это очень крутая идея, и я думаю, что это будет востребовано, ну, это интересно, ну, по крайней мере, и причем мы будем вести на английском языке, потому что день рождения русскоязычной девочки, но у нее гости будут 50 на 50, то есть русскоговорящие и англоговорящие, и да, это будет на английском. Так что да, я тренирую сейчас свой акцент, чтобы это было повеселее. Буду иметь в виду, да, если будет да, какая-то вечеринка, то мы с Наташей будем сейчас думать о названии нашей компании. Удачи вам в этом деле. И спасибо. Мне кажется, твой пример, он такой показательный именно, что вот если человек активный, да, если он хочет находить какие-то новые связи, да, новых друзей, он всегда ищет возможности для этого, а не оправдание, почему там я не могу, почему там со мной никто не хочет общаться или так далее, да. Ну, просто я знаю, что это проблема у многих переехавших, да, она такая насущная, ну, и иногда как бы сложно адаптироваться, ну, вот в основном из-за того, что ты не можешь найти какую-то компанию, вот. Поэтому ты большой молодец, спасибо тебе за то, что согласилась поучаствовать в записи этого видео. И большой удачи вам с Наташей в вашем новом начинании. Спасибо большое. Тебе тоже удачи в ведении твоего канала. Да, спасибо. Подписывайтесь на мой канал, кстати, пожалуйста. Подписывайтесь на инстаграм Дианы. Если вы здесь, в Брисбене, присоединяйтесь к нам в мафию, и теперь вы знаете, что можно классно организовать свою вечеринку. И приходите на концерты.
Приходите Да. на концерты группы «Елки-палки». А где, кстати, проходят концерты? В разных местах. Ну вот везде да, вот здесь. ближайший концерт будет в честь 8 марта и «Прощай лето» тематики на севере Брисбена в Путия Kitchen 9 марта в субботу. Ну, если что, можно тебе писать, Да, и да, узнавать конечно. всю информацию. Мгм. Да? Ну, если кто вдруг здесь находится. Спасибо тебе большое. Спасибо. А, Сейчас, ой, у меня совсем затекла я нога. тоже, слушай, Мне надо на кажется, она другую. просто вообще не работает. О. Кстати, вот так.